Здравствуйте, это радио Вашингтон, у микрофона Данила Гальперович. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и ее глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. 100 дней президентства Дональда Трампа, Борис Кольцов о результатах для Украины. Люди в ужасе. Нина Вишнева поговорила с юристом о положении украинцев, убежавших в США от войны. Сделка Вашингтона и Киева по недрам, ожидания и проблемы. Гибель Виктории Рощиной. Интервью с журналисткой важных историй Полиной Ужвак. В 100-й день второго президентства Дональда Трампа российский лидер Владимир Путин, видимо, решил продемонстрировать своему американскому коллеге, как он прислушивается к его призывам к прекращению огня. Российская армия 30 апреля продолжала массированные обстрелы гражданских объектов в Украине, среди пострадавших много детей. Подробности в сводке обстрелов от новостной службы «Радио Вашингтон». В ночь на среду Россия ударила по Украине более чем сотней дронов, сообщил 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Харьков, Днепр, Доброполье, другие наши города и общины. Более 100 российских ударных дронов за эту ночь. 375 ударных дронов с начала недели. Из них более 190 «Шахеды», написал Зеленский в телеграм-канале. По словам украинского лидера, в результате обстрела в Харькове ранены более 25 человек, среди них 2 детей. На местах продолжаются спасательные работы. Всего в городе пострадали 13 гражданских локаций, в частности повреждены многоквартирные дома, больница, школа. В Днепре, как написал Зеленский, к сожалению, 1 человек погиб, еще 1 ранен. Удару тоже подверглась гражданская инфраструктура. Президент Украины в своем сообщении подчеркнул, что в небе над Украиной все утро среды продолжали летать российские дроны, и так происходит каждый день. Утром 30 апреля в результате атаки российских ударных БПЛА по пригороду Харькова города Південне получили ранения 12 человек, из них 7 детей, сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры. Среди пострадавших детей, по сведению прокуроров, 5 девочек в возрасте от 1 года до 15 лет, а также 2 мальчика 5 и 13 лет. Накануне в Донецкой области 1 мирный житель погиб и 6 получили ранения в результате обстрелов со стороны российских войск, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. Всего за сутки, по словам Филашкина, российская армия 40 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. В то же время Дональд Трамп продолжает, несмотря на недавно проявленное им раздражение, верить в то, что Путин хочет остановить войну. Об этом президент США сказал в интервью ABC. По мнению Трампа, Владимир Путин хочет положить конец войне с Украиной и даже хочет мира. Хотя Трамп опять допустил, что российский лидер может, как выразился президент США, немного водить его за нос. Он также добавил, его мечтой, в смысле мечтой Путина, было захватить всю страну. Я думаю, из-за меня он этого не сделает. Что значили 100 дней второго президентства Дональда Трампа для войны России против Украины и для судьбы западной помощи Киеву? Итоги первой 100-дневки Трампа для Украины обобщает Борис Кольцов. Пожалуй, главный итог первых 100 дней правления 47-го президента США для Украины и украинского общества – это расставание с иллюзиями, что эту войну кто-то способен быстро остановить. Дональд Трамп не сделал это ни за 24 часа, как обещал на предвыборных митингах, ни за месяц, ни за 3 месяца пребывания у власти. К сегодняшнему дню нет даже официально опубликованного плана, на каких условиях новая американская администрация предлагает Москве и Киеву договариваться о мире. Зато за эти 100 дней у украинцев появилось немало оснований сомневаться в том, что Соединенные Штаты все еще их союзник в противостоянии российской агрессии и даже причины подозревать официальный Вашингтон в предательстве. Первым звонком для этого стало голосование в Генассамблее ООН, когда меньше чем через неделю после инаугурации Трампа в 3-ю годовщину полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину США проголосовали против украинско-европейского проекта резолюции с осуждением российской агрессии. Вместе с Вашингтоном против проголосовали тогда Россия, Венгрия, Израиль, Северная Корея, Беларусь и еще 10 государств.
Вторым поводом обвинять Соединенные Штаты в предательстве для украинцев стал демонстративный отказ США делиться с ВСУ разведданными и полная пауза в предоставлении военной помощи, вплоть до разворота транспортных самолетов в воздухе на пути в Европу. Это произошло в начале марта, почти сразу после скандальной встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в овальном кабинете Белого дома. Тогда, в нарушение дипломатического протокола, лидеры США и Украины общались в присутствии журналистов, то есть в прямом эфире. Не классические 3-5 минут с дежурными фразами, а более 45 минут. И к концу этого шоу, в котором также в нарушение протокола принял участие и вице-президент Венс, всему миру стала очевидна та степень раздражения, которую вызывает у новой американской администрации несговорчивый украинский президент. А для граждан Украины и им сочувствующих повод убедиться, что Владимир Зеленский продолжает держать удар, не позволяя оскорблять достоинство своей нации, лидером которой он был избран еще до войны. Возвращаясь к паузе в предоставлении разведданных, она продлилась всего несколько дней, якобы для стимуляции стремления к миру официального Киева, и, как утверждал сам Трамп, никак не сказалась на боеспособности украинской армии. Однако именно в этот период российские войска добились заметных успехов в Курской области. Следует также помнить, что за свою первую 100-дневку 47-й президент США ни разу не позволил себе назвать Владимира Путина убийцей и преступником, как делал это Джо Байден. Трамп старательно избегал даже формулировки «диктатор» в адрес хозяина Кремля. Тем не менее, именно диктатором нынешний президент США за это время назвал президента Зеленского, хотя и говорил потом журналистам, что не помнит такого. И все-таки не исключено, что следующие 100 дней Трампа не будут такими же комфортными для Москвы, как первые, поскольку за последние пару недель, несмотря на угрозы американской администрации выйти из переговорного процесса, США все чаще обозначают свое недовольство нежеланием России идти на полное прекращение огня на 30 дней. А Владимиру Зеленскому удалось в ходе недавних траурных мероприятий в Ватикане переговорить с Дональдом Трампом около 15 минут у всех на глазах, но все же с глазу на глаз. И пока есть основания полагать, что это принесет результат. И, возможно, спецпосланник президента США Уитков перестанет летать только в Москву и добавит в свои маршруты также и Киев. А сам президент Трамп перестанет писать об абстрактных, бессмысленных ежедневных многотысячных потерях на украинско-российском фронте и начнет разделять действительно бессмысленную гибель российских оккупантов в мясных штурмах и ежедневную жертву украинских воинов, защищающих свою землю. Борис Кольцов рассказывал об итогах первых 100 дней второго президентства Дональда Трампа для Украины. Между тем, украинцы, бежавшие в США от российской войны против их родины, чувствуют себя на американской земле все менее безопасно. В начале апреля письма от администрации Трампа со словами «Не пытайтесь оставаться в США, вас найдет федеральное правительство, немедленно покиньте США» получили украинские беженцы в Америке. Потом Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов заявило, что извещения были отправлены по ошибке, и тем не менее многие программы для украинских беженцев, принятые при президенте Байдене, отменены или заморожены. Что сейчас происходит с украинцами, которые в Америке искали спасения от агрессии России? Нина Вишнева поговорила с консультантом по иммиграционным вопросам Мариной Соколовской. Марина, Дональд Трамп, сам лично подводя итоги 100 дней своего второго президентства, неоднократно подчеркивал, что одним из главных его достижений является радикальная миграционная политика, высылка людей без статуса. И как это отражается на украинцах, которые пытались найти убежище на территории США из-за войны? Отражается так, наверное, как администрация Трампа хотела бы, чтобы это отражалось. Администрация Трампа, по моим ощущениям, хочет, чтобы была паника, чтобы был испуг, чтобы люди уезжали сами, не дожидаясь того, когда их будут депортировать. И, в принципе, это получается. У них очень хорошо. Не могу сказать, что у нас была какая-то неделя спокойная от вопросов со стороны украинцев на предмет, могу ли я подать на политическое убежище или я хочу подать. Многие говорят, я из Мариуполя, я из Бахмута. Даже если
город стоит, и он есть на территории Украины, а люди говорят, нет места в Украине, куда бы ни долетала ракета или бомба, ПВО нет и так далее. И как их здесь не понять? С другой стороны, вот по букве закона им ничего не полагается. Люди в панике, люди в страхе, люди в ужасе. Какие-то уезжают, какие-то настроены, несмотря ни на что, оставаться до конца здесь. Я лучше останусь здесь нелегалом, чем уеду. И многие украинцы, они в шоке и в ужасе от того, что они приехали в надежде на какое-то более долгосрочное, скажем, спасение, а оказались в ситуации, когда уже здесь сейчас Украина в огне, а им нужно возвращаться обратно. Очень плохая ситуация на самом деле и очень печальная. Многие помнят, и это ежедневно показывают, картинки ужасные депортации людей без статуса с территории США, причем на территории других, третьих стран. Происходит ли это с украинскими беженцами? Депортируют ли их? Как это происходит? Здесь немножко в терминологии путаница. То есть беженец – это человек, у которого уже есть статус, то есть его нельзя просто депортировать. Но вот тех, кто здесь оказался как-то по ЮФУ, приехал до начала войны и получил потом ТПС, действительно случаются разные ситуации, когда депортируют. Первая, самая опасная, скажем, ситуация, и чаще всего депортируются люди, когда они переходят границу между Мексикой и США. Украинцы должны помнить, что уже давным-давно на границе между Мексикой и США к ним не относятся как к тем, кто бежит от войны. Уже прошло 3 года с момента активного начала войны, более 3 лет. И украинцев на границе между Мексикой и США рассматривают точно так же, как выходцев из любых других стран. И если они проваливают интервью, не показывают наличие страха, который необходим для получения убежища, их депортируют. Их могут депортировать в страну, откуда они приехали, потому что это часто не Украина, бывают люди из Польши, из Швеции. Даже у нас была история, когда человек из Швеции приехал и был приговорен к депортации. Это первый момент. Еще о ситуации, и их немало, когда украинцы работают, например, дальнобойщиками. Вот прямо сейчас в Баффало, в детеншн, есть парень из Украины, который здесь по ЮФУ, и еще и ТПС получил, подал на ТПС, у него ТПС рассматривается, мы знаем, что у всех сейчас очень медленно, скажем, рассматривается долго, но тем не менее, мы знаем, это вот дорога, которая ведет к Ниагаре, она такая запутанная, я сама как-то выехала просто по ошибке, не планируя быть в Канаде, и он выехал на траке вот так вот, и на обратном пути, когда он заезжал, он попал в детеншн. То есть есть разные вариации развития событий, но украинцы должны помнить, что они могут быть депортированы. С консультантом по иммиграционным вопросам Мариной Соколовской беседовала Нина Вишнева. В среду поступила противоречивая информация о том, насколько Вашингтон и Киев готовы подписать пресловутую сделку по минералам. Газета Financial Times опубликовала информацию, что подписание рамочного соглашения об использовании ресурсов между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация уже отправилась в Вашингтон. По данным газеты, когда самолет с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко уже вылетел в Соединенные Штаты, представители американского министра финансов Скотта Бессента сказали ей, что она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой. 2 украинских чиновника заявили, что Вашингтон хочет одновременного подписания как рамочного соглашения, так и отдельного, более подробного соглашения об инвестиционном фонде, который будет управлять доходами от добычи полезных ископаемых. Другой источник, знакомый с позиции США, заявил Financial Times, что переговоры о соглашении не завершились, поскольку Украина якобы попыталась пересмотреть условия документа, согласованные на этих выходных. Украинская же сторона пояснила журналистам, что информация о США является неточной и что Киев не может подписать оба документа 30 апреля, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано Верховной Радой перед подписанием. Ранее в среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов к подписанию всех соглашений, необходимых для налаживания экономического партнерства с Соединенными Штатами, начиная с рамочного соглашения. Как сказал Шмыгаль, подписание рамочного соглашения – это будет первый шаг. Далее по этому соглашению будет подписание еще 2 соглашений технических, исполнительных о непосредственном создании фонда и его финансировании и наполнении. Будем следить за событиями и сообщим вам, состоялось ли подписание. Последний материал нашего подкаста о страшном по своему содержанию международном расследовании гибели Виктории Рощиной, украинской журналистки, которую российские силовики похитили, пытали и в конце концов объявили о ее смерти без объяснения причин. Тело Виктории Рощиной было выдано Украине 2 месяца назад. Смерть журналистки расследовали ее коллеги из издания «Украинская правда», «Важные истории», «Вашингтон-Пост», «Британский Гардиан» и другие представители медиа.
Тело Рощиной, как говорится в расследовании, было возвращено в Украину в ужасающем состоянии и без некоторых органов. Журналисты говорят, что таким образом Россия попыталась скрыть следы пыток или удушения. Сегодня Европа отреагировала на появление этого расследования. Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер заявила, что, цитирую, «Россия не упускает ни одной возможности продемонстрировать свою гнусную жестокость в отношении украинцев, убивая и пытая, как это произошло с Викторией Рощиной, храброй украинской журналисткой, которую ранее жестоко не только убили, но и пытали. Это также четко показывает, что жизнь под российской оккупацией не является вариантом. Это небезопасный вариант для украинцев. Журналисты всегда будут помнить ее мужество, и мы должны сделать все возможное, чтобы Россия понесла ответственность за все эти военные преступления и зверства». Конец цитаты. Виктория Рощина была практически единственной представительницей украинских медиа, ездившей с украинской стороны на оккупированные Россией территории и сообщавшей о жизни людей там. Я поговорил с журналисткой важных историй Полиной Ужвак о том, как развивалась история с похищением Виктории Рощиной и как она трагически закончилась, точнее, как много неизвестного в ее окончании. В феврале, спустя 5 месяцев после информации о смерти, в результате очень большого обмена телами, когда вернулось более 700 тел в Украину, одно из тел было помечено, что это неопознанный мужчина сначала, на пакете было написано там, это был вообще обмен телами военных, погибших на поле боя. И в одном мешке с надписью «неопознанный мужчина» в итоге нашли тело женщины, у которой была бирка, что это Виктория Рощина. И результат экспертизы показал совпадение ДНК этого тела с ДНК родителей на 99,9%. Родители отказываются признавать результаты этой экспертизы и ждут или запросили повторную. Они не верят, что это ее тело. Пока установить причины гибели не удалось, и даже до конца неизвестно, получится ли, настолько в плохом состоянии тело. Это официальная информация от прокуратуры, которую они озвучивали и на брифинге, и нам в официальном письме прислали. А еще от источника, близкого к расследованию убийства журналистки, мы знаем чуть больше подробностей про то, что тело вернули еще и без части внутренних органов. И до этого некоторые тела, которые возвращали в Украину, возвращали из внутренних органов. Российская сторона объясняет это украинской стороне какими-то протоколами, без каких-то дальнейших уточнений. Но мы не можем сказать, допустим, у всех ли вот именно эти органы отсутствуют, или конкретно был ее кейс, но несколько экспертов, набор конкретных органов, которые отсутствуют, плюс сломанной под язычной кости у тела, с большой вероятностью это свидетельствует о том, что таким образом попытались скрыть следы насильственной смерти. Полина Ужвак также говорит, что очень многие из тех зверств, что российские силовики творили в Чечне в 2000-х годах, они теперь совершают в Украине. И это фактически жестокость ради жестокости. Юристы, беседовавшие с журналистами, говорят, что иногда трудно поверить в то, что такое совершают люди. Адвокаты, те, которые работали и в Чечне, и сейчас работают с украинскими похищенными людьми, военнопленными, все сравнивают это действительно ситуацией в Чечне. Мы не могли поверить в то, что нам рассказывают похищенные или военнослужащие, что когда ты начинаешь работать, ты слышишь какую-то информацию, сложно в нее поверить. Хотя вроде бы это люди, которые всю жизнь посвятили работе по защите своих подзащитных и встречались и слышали о многом, но даже в то, что рассказывали эти украинцы, которые прошли через российские учреждения ФСИН, им сложно было в это поверить, и верили не только в тот момент, когда понимали, что эта информация уже они слышат не первый раз. Этим интервью с Полиной Ужвак о расследовании гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену мы заканчиваем очередной выпуск подкаста «Украина. Что происходит?», подготовленный журналистами «Радио Вашингтон». Если вы следите за событиями в Украине и за тем, как США и остальной мир реагируют на российскую войну в этой стране, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». Спасибо за внимание и до встречи.